Приветствую вас, друзья! Уже совсем скоро вооруженные силы Украины получат на вооружение оперативно-тактические ракеты «Атакамс», с помощью которых у нашей армии появится возможность наносить удары по военным объектам противника, находящимся в глубоком тылу. Ракеты «Атакамс» предназначены для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады с боеприпасами и ГСМ в любых погодных условиях и в любое время суток. Атакамс расшифровывается как Army Tactical Missile System, что в переводе означает армейский тактический ракетный комплекс. Данные ракеты могут запускаться как с колесных РСЗО «Хаймерс», так и с гусеничных М270. Разработка первой модификации ракеты Атакамс с индексом MGM-140 началась в 1982 году, а в 1991 году она была принята на вооружение. MGM-140 сменила уже устаревшую на тот момент тактическую баллистическую ракету MGM-52 Lance. С момента принятия на вооружение и до наших дней ракеты Атакамс выпускались в 5 модификациях. Самая первая модификация 1991 года MGM-140A, она же М39, имеет длину почти 4 метра, диаметр 61 см и массу 1670 килограммов. Боевая часть кассетная, и она состоит из 950 боевых элементов общей массой 560 килограммов. Система наведения инерциальная, при этом круговое вероятное отклонение составляет до 250 метров. Ракета развивает скорость 1500 метров в секунду или 5400 километров в час, что делает ее сверхзвуковой. Дальность стрельбы составляет 165 километров, которые она пролетает менее чем за 2 минуты. Высота полета 50 километров. Оставшиеся 1240 ракет М39 модернизируются до ракеты М57И1 2017 года. Следующая модификация ракеты 1998 года MGM-140B, она же М39А1, имеет массу 1320 килограммов, кассетную боевую часть из 275 боевых элементов массой 160 килограммов и комбинированную систему наведения, инерциальную плюс GPS, при этом круговое вероятное отклонение составляет до 25 метров. За счет уменьшения количества боевых элементов дальность стрельбы увеличена до 300 километров. Оставшиеся 570 ракет М39А1 также модернизируются до ракеты М57И1. Следующая модификация ракеты 2001 года MGM-168A, она же М48, имеет уже осколочно-фугасную боевую часть массой 227 килограммов, комбинированную систему наведения с вероятным круговым отклонением до 10 метров. Дальность стрельбы этой ракетой 300 километров. Следующая модификация ракеты 2004 года MGM-164, она же М57, имеет незначительные изменения от своей предшественницы и такие же характеристики. И последняя модификация ракеты 2017 года MGM-164, она же М57И1, имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 227 килограммов и усовершенствованную комбинированную систему наведения с вероятным круговым отклонением до 3 метров. Дальность стрельбы этой ракетой 310 километров. Ракеты Атакамс стоят на вооружении США, Турции, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов, Румынии, Кореи и Королевства Бахрейн, а общая их численность составляет около 3500 единиц. Стоит одна ракета Атакамс около $2 миллионов. Для сравнения, устаревшая .У стоит $300 тысяч, а ракета Искандер-М стоит около $5 миллионов. Ракета Атакамс размещается в одноразовом стеклопластиковом контейнере, и Хаймерс может быть заряжен или контейнером с 6 ракетами РСЗО, или контейнером с одной ракетой Атакамс, в то время как М270 может быть заряжен сразу 2 контейнерами с 2 ракетами Атакамс, или 2 контейнерами с 12 ракетами РСЗО, или 1 контейнером с Атакамс и 1 контейнером с ракетами РСЗО, в зависимости от выполнения
выполняемых задач. После того, как ракеты Атакамс будут доставлены в Украину, ВСУ смогут наносить высокоточные удары по объектам противника, находящимся глубоко в тылу. Вот так вот выглядит зона покрытия ракет Атакамс с тех позиций, на которых сейчас находится ВСУ. Как мы видим, в эту зону входит и вся территория временно оккупированного Крыма и Крымский мост, к которому следует приготовиться. Ракеты Атакамс в США уже признаны устаревшими, и в 2027 году планируется принять на вооружение новый оперативно-тактический ракетный комплекс LRPF, который полностью их заменит. Поэтому количество поставляемых ракет для ВСУ может быть достаточно большим, ведь в скором времени они все равно будут сняты с вооружения США. За месяц использования РСЗО «Хаймарс» показали невероятную эффективность по уничтожению военных объектов оккупантов. Когда же начнут применяться ракеты Атакамс, эта эффективность увеличится в разы.